Да блин. Пересказывать детали сюжета не буду, и это ни к чему, только время зря растягивать. Думаю, так уже каждый знает, кто проживает в метро, скорее всего, выживает в метро, какие фракции, станции, что они из себя представляют и кто воюет между собой. Интерес у меня вызвала не сюжетная линия, а атмосфера обыденности жизни. Будто бы я сам попал в метро. Настолько проработаны детали. Но с одной стороны детали проработаны, а с другой нет. С другой стороны, это анимации персонажей, будто бы у обитателей метро развил паралич, и они ходят только прямо. Еще различные баги, к примеру, где Тёма с Павлом пробираются на театральную, видение в самолете. Ракеты вылетают прямо из здания, и пусковые шахты никак не могли находиться так близко к городу. Но это можно объяснить тем, что создано для удобства. Говорится, карман не тянет. Да, атмосфера меня поразила, особенно когда Тёма попадает в библиотеку и встречается лицом к лицу с непосредственным библиотекарем. Тут главное без резких движений. Казалось бы, какой страх, но все равно пугало его рычание и сопение в темноте. Типа он не победил, глядел. Какого библиотекаря? Белого. Сам весь белый, а глаза красные. Жуть, что такое. Альбинос называется. Ты дальше слушай. Что дальше? Он же еще и говорящий. Ну и чего это он говорит, говорящий твой? Да не поймешь что. Книги какие-то просроченные, штрафы, бред в общем. И подобное чувство длилось всю игру. Сама зрелищность. Ну как во всех боевиках приключенческих. Но я считаю, что выигрышный сценарий тот, который раскрывает обычную жизнь с понятной историей и раскрытием персонажей, чтобы зритель мог сопереживать, ставить себя на место персонажа. Украинская студия 4A Games является культовой игрой, которую знают не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом. И огромное спасибо за это Дмитрию Глуховскому и непосредственно самой студии. Игра объединяет. В Метро 2033 идея заключается в защите своего дома и семьи от врагов. В Метро Луч Надежды идея заключается в людских поступках. Неважно, в какой-то окрашен цвет, ты человек, так веди себя по-человечески. И все же мне кажется, что плохая концовка получилась намного сильнее, где удалось создать эмоциональный пик, уколов зрителя в самый болючий нерв. А в новой части метро получается, что идея в надежде. Это я сделал такой вывод, когда увидел бронепоезд. И невольно появилась мысль, что жизнь метро становится все более невыносимой, и все станции государства решили объединиться для поиска новых областей проживания. И это поиск своего рода экспедиция в места, где радиация минимальна. И тогда больше ничего не остается, кроме надежды. Дробовика, обоймы, дроби и горячего сердца. И можно считать, что игра Метро заменила игру Сталкер, хотя в свое время Сталкер был успешным, но был. Сталкер встал, не развивается, и что еще остается делать школьникам? Изображать из себя сталкеров. Ну, хорошо, что клей не нюхает. По словам одного из разработчиков Сталкера, Григоровича Сергея, что если выпустят продолжение, то это будет как значимое культурное событие человечества. Что Сталкер это не просто бренд, а культурное наследие поколения. Что студия не собирается продавать права на игру, так как деньги компанию не интересуют. И к слову, это часом не та деревушка, о которой говорил один боец ордена в метро Луч Надежды, когда он повествовал, что по радио поймал выживших, которых осаждают какие-то варвары. Интересно. Метро больше раскрывает наше общество, Россию, стран СНГ. Быть может, из-за этого
на Западе, эта вселенная получила такую вот известность. Не нужно искусство. Им нужны только бабки. Напоминаешь. А эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой театр. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Радует, что когда зарубежные игры озвучивают наши студии, то получается русский язык какой-то литературный, правильный, наверное. Конечно, в этом ничего плохого нет, как и в жаргонизме, когда он к месту. Ах ты сука! Сучара! И вот я подошел к тому, собственно, из-за чего и начал этот обзор. Хотя можно было просто этот отрывок закрутить, но хотел как бы немножко раскрыть. А именно из-за вырезанной речи антагониста генерала Корбута, после которой я начал воспринимать Корбута не таким уж и антагонистом. Перед финалом эта речь не звучала, или звучала, но не воспроизводилась из-за бага. Не суть. Но именно эта речь раскрывает Корбута, дорисовывая его образ не как кровожадного тирана, а как человека, который всеми средствами старается достичь не своей личной цели, типа себе на уме. А если от цели многое зависит, то средства не важны. Ведь любое государство, идеология создаются на крови. Но все сводится к тому, чтобы в будущем крови не было. Да, по захвату власти, я так подумал, это уже политика. Ну, пережитки прошлого в новом мире, который уже менее действует. Описывается в дневнике Артема в одной из его страниц, что Мельник, открывая разные двери в D6, постоянно обнаруживал вирусы, запечатанные в контейнерах. Рейнджеры Полиса. С вами говорит командующий специальным корпусом Красной Армии генерал Корбут. Я обращаюсь к вам по поручению Политбюро Красной Линии и от имени генерального секретаря товарища Москвина. Сдавайтесь. Ваша оборона прорвана. Все входы в комплекс Д6 заняты Красной Армией. Важнейшие стратегические объекты комплекса также находятся в наших руках. Дальнейшее сопротивление бесполезно. Спартанцы, бойцы и командиры ордена, я призываю вас прекратить бессмысленную борьбу и сложить оружие. Дальнейшее кровопролитие не принесет вам ни выгоды, ни славы, чего бы не обещали вам ваши хозяева из Полиса. Последние очаги вашего организованного сопротивления будут подавлены с минуты на минуту и не смогут оказать никакого влияния на результат сражения. Победа за нами. Комплекс Д6 принадлежит Красной Линии, а значит и всему свободному человечеству. Вы можете присоединиться к нам, и тогда вам будет гарантирована неприкосновенность, лучшая медицинская помощь и достойное обращение. Вы также можете погибнуть, но этим вы ничего не достигнете. Спартанцы, многих из вас ждут дома. Товарищи, родные, мирная жизнь. Вернитесь к ним со щитом, а не на щите. Сдавайтесь, и все вы отправитесь домой. В противном случае вы все погибнете здесь. Меньше всего мне хотелось бы такого финала, спартанцы. Я надеюсь на ваше благоразумие, на ответственность ваших командиров, которые должны презреть ложную гордость и спасти свои и ваши жизни, отдав приказ о капитуляции. Могу один вырезанный отрывок сюда добавить? Из-под земли достанет всех. И замочит в сортире,